Всем привет! Меня зовут Янина, и вы на канале Дикое Полевание. И сегодня я назову имена целого ряда сотрудников Комитета государственной безопасности – КГБ. Сам факт существования такой структуры в Беларуси именно под таким названием – это олицетворение советской НКВДшной преемственности режима Лукашенко. В отличие от того же ГУБОПИКа, КГБшники действуют более иезуитскими методами. Они не светят своими ксивами и до последнего стараются держаться, будто бы со стороны. Но они раковая опухоль, которая пронизала наше общество, и корни этой опухоли уходят в Кремль. Перед тем, как огласить список, я попрошу поставить под этим видео лайк, написать в комментариях несколько слов для продвижения этого ролика и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Также вы можете помочь работе моей команды. Все ссылки будут в описании. КГБ Беларуси возглавляет Иван Тертель, уроженец Гродненской области и по забавному стечению обстоятельств этнический поляк, прямо как основатель НКВД палач Феликс Дзержинский. В рядах чекистов Тертель с 2008 года. Однако, когда началась предвыборная кампания 2020 года, на несколько месяцев он был назначен председателем Комитета государственного контроля. Специально для того, чтобы сшить дело на Виктора Бабарика. Тертель это сделал совершенно неправдоподобно и грязно. То, что дело сфабриковано, очевидно всем. Но, как мы помним, Лукашенко никогда не заморачивался правдоподобностью. Результаты его устроили, и он вернул Тертеля в КГБ, а также поручил ему возглавлять контору. А контора-то широка, в ней работает много неочевидных людей. Например, многие чекисты числятся в университетах, чтобы следить за студентами, да и преподавателями. Например, Басько Андрей Антонович, проректор по безопасности Брестского государственного технического университета, действующий сотрудник КГБ. Подло и из-под тишка он собирает информацию о настроениях учащихся и передает куда следует. Не без его помощи из вуза был смещен ректор Александр Драган, а также отчислен целый ряд студентов по политическим мотивам, чьи имена я не буду произносить из морально-этических принципов. Аналогичный персонаж есть и в Гродном. Беззубик Алексей Валентинович, проректор по безопасности Гродненского госуниверситета. Действует подло и мелочно. Например, одну из студенток, которая не скрывала своих патриотических взглядов, легла на операцию. У нее были все справки, но ее исключили, якобы за прогулы. Такой же проректор есть в Минске, в БГУ, Черкасский Ярослав Викторович. Перечислять, сколько людей пострадало от его бдительности, займет целый выпуск и даже не один. Если у вас есть знакомые студенты из Минска, отчисленные из БГУ или преподаватели, которым не продлили контракт, знайте, за этим делом стоит Черкасский. Но, конечно, не только БГУ. В Минске много университетов, и в каждом минимум по одному чекисту, который делает зло. В БУГИРе Азаров Игорь Владимирович лично давит на студентов и преподавателей, а в свободное от этого время сидит в каморке около ректората и пустыми глазами смотрит в камеры, выискивая крамолу. А в БГЭУ, бывшем нархозе, Лавренко Олег Борисович. Характерно, что на горе людей Лавренко нажил себе целый автопарк. Черный BMW X5, черный Mercedes-Benz ML350 и синий Peugeot 408. Номера этих машин, а также домашний адрес этого злодея, а также всех вышеперечисленных и многих других вы можете узнать в нашем ТГ-канале «Дикое Полевание». Подписывайтесь, ссылка будет в описании. Вернемся к чекистам-проректорам. Белорусский государственный медицинский университет. Синельников Дмитрий Игоревич. Работает в университете с 16 октября 2020 года. Руководил разгонами мирных акций протеста студентов, вызывал на них ОМОН, угрожал посадить молодых людей за экстремизм, шантажировал, не пускал адвокатов в университет, отдавал приказ расставить сотрудников силовых ведомств на каждом этаже учебного корпуса, проводил беседы с честными преподавателями. В МГЛУ Селейкович Геннадий Павлович, но про него и добавить нечего, такой же. Но если вы подумали, что мы знаем только об университетских чекистах, то вы ошибаетесь. Мы знаем обо всех. Садкович Денис Михайлович, полковник КГБ, один из координаторов разгонов мирных акций и авторов ряда сфабрикованных уголовных дел в отношении кандидатов в президенты и членов Координационного совета. Садкович входит в состав экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия в ней признаков проявления экстремизма. При этом подтвержденным свидетельством в квалификации государственного эксперта по экстремизму не обладает. А вот и моя любимая рубрика «Интернет-бойцы». Оперуполномоченный сотрудник КГБ лейтенант Шарапов Вадим Юрьевич, администратор группы «Жулики Беларуси». Группа была создана для публикации рассказов о правонарушениях граждан и доблести милиции. С началом предвыборной кампании группа
стала полностью лукашистской. В постах оправдываются и поощряются действия карателей, оскорбляют задержанных и избитых протестующих, воспевается режим. А чтобы было понятнее, в 2018 году Шарапов чуть не задушил инвалида второй группы. И ему это, к сожалению, сошло с рук. К сожалению, это далеко не все чекисты, и буквально самые вершки, благодаря слитым базам киберпартизан. Мы знаем имена, телефоны и адреса всех КГБшников, и, конечно, посвятим им еще не один выпуск. Ну а теперь поучительная история. Сам Феликс Дзержинский в конце своей жизни полностью разочаровался и в советской системе. 20 июля 1926 года на пленуме ЦК, посвященном состоянию экономики СССР, Дзержинский произнес двухчасовой критический доклад, цитата: «Если вы посмотрите на весь наш аппарат, если вы посмотрите на всю нашу систему управления, если вы посмотрите на наш неслыханный бюрократизм, на нашу неслыханную возню со всевозможными согласованиями, то от всего этого я прихожу прямо в ужас. Я не раз приходил к председателю СТО и Совнаркома и говорил: дайте мне отставку, нельзя так работать». Через несколько часов у него случился нервный срыв, и он умер от сердечного приступа. Ну, или ему помогли коллеги, потому что за каждым смотрящим есть свой смотрящий. И вы сами, товарищи чекисты, об этом прекрасно знаете. Спасибо, что досмотрели этот ролик. До новых встреч, и живе Беларусь, и слава Украине!